Привет, друзья, с вами Алекс, из Финляндии. Хочу рассказать про Квджиборг, шведскую крепость, расположенную на нескольких островах. Когда-то она была ключом к Хельсинки и ко всей Финляндии, а сама Финляндия была шведской провинцией. Именно шведы строили крепость и вложили в нее большие деньги, надеясь на ее неприступность. Это место с неоднозначной судьбой. Крепость, которая так и не оправдала возложенных на нее надежд. Туристу до крепости можно добраться только на пароме. Она находится на островах и имеет более 6 километров крепостных стен и укреплений. Ее строительство началось в 1748 году. Вместо намеченных 4 лет оно длилось 40 и так и не было закончено в том виде, в каком задумал ее создатель Августин Еренсвард. При шведах крепость называлась Свиборг, то есть шведская крепость. Финны же называли ее Виапори, а когда ушли русские и Финляндия обрела полную самостоятельность, Суоменлина, что означает «финская крепость». Строительством руководил Августин Еренсвард, архитектор, кораблестроитель, морской и артиллерийский офицер. В его жизни были только две страсти – Свиаборг и женщины флот. Человек был фанатично предан своему делу. Если средств на строительство не хватало, мог отдать свое жалование и даже срезать серебряные знаки различия. Августин был здесь планировщиком, архитектором, распорядителем, наемщиком и управдомом, а помимо того, каждый год убеждал Стокгольм не перекрывать финансирование самой масштабной стройки в стране. Первые 18 лет строительства обошлись короне в 90 бочек золота. За пыл и трудолюбие граф Еренсвард получил чин маршала. Он умер в 1774 году и был похоронен в крепости, так и не увидев свое детище завершенным. Тут было все: и запасы продовольствия для длительных осад, и сухой док для ремонта кораблей, и защищенные от бомбардировок казармы. Несмотря на все самые современные на то время в строительстве, 4 мая 1808 года русские войска осадили крепость, и он была взята. Как ни удивительно, но случилось это после непродолжительной осады. Несмотря на явное превосходство шведов в артиллерии, 1000 орудий против русских 40. Из 8000 гарнизона погибло всего 5 человек. Доподлинно неизвестно, почему именно сдалась крепость, но существует версия, что во время зимней осады, жены шведских офицеров, истосковавшись по мужьям, понабрались наглости и попросились у русских съездить к мужьям на побывку. Русские их пропустили и даже дали транспорт и охрану. Жены ездили в крепость всю зиму, а наши постоянно твердили им, что сопротивление бесполезно, что весной придет русская эскадра и многие в крепости погибнут от штурма и обстрелов. К чему лишние жертвы? Наши предлагали шведкам уговорить мужей сдаться. Взамен обещали свободу передвижения, а их мужьям продолжение службы в крепости, но уже русскому императору, с возможным повышением в окладе. Весной комендант крепости пригласил русского военачальника и сообщил ему, что если русская эскадра подойдет к крепости быстрее шведской, он сдаст крепость. Итак, весной пришла русская эскадра, а шведы запоздали, и крепость сдалась без единого выстрела. Так шведские женщины лишили Швецию провинции, но сохранили своих мужей. Огромные средства, потраченные на строительство крепости, были потрачены зря. Многие с гарнизона крепости остались жить в Хельсинки, некоторые вернулись в Швецию. Комендант крепости адмирал Кронштедт попал под трибунал по обвинению в измене, а его родственники в Швеции принуждены были менять свои фамилии.
Шведский трибунал приговорил коменданта к смертной казни, но русский император отменил это решение, и его не ослушались и отпустили Кронштадта на волю. Такое вот было почтение к русскому императору. 6 августа 1855 года под стенами крепости появилась англо-французская эскадра. Шла Крымская война, и союзники, воевавшие против Российской империи, решили, выражаясь современным языком, растащить группировку противника. 9 августа начался обстрел. Устаревшие крепостные орудия не могли причинить союзному флоту ощутимого вреда. Дальнобойных орудий просто не было. Обстрел продолжался 3 дня. Были большие потери среди гарнизона и разрушения в крепости. Существует легенда счастливого спасения крепости. В ходе осады русские провели инвентаризацию пороха и вооружения и нашли на складе старые дальнобойные шведские пушки. Они выкатили 3 штуки на стену, убойно зарядили и вечером выстрелили в сторону неприятельской эскадры. Этими выстрелами они потопили 1 корабль и еще 1 серьезно повредили. Англичане и французы решили, что к русским пришло подкрепление и появилась дальнобойная артиллерия. Дальнейшая осада стала опасна. Ночью англичане и французы подняли якоря и ушли в море, осада была снята. После Крымской войны в крепости была проведена реконструкция, построены новые укрепления и артпозиции, установлены более современные орудия. На территории крепости имеется церковь. Построили ей наши, а ее ограда их шведских орудий очень напоминает ограду Спасо-Преображенского собора в Питере. Церковь уникальна, ночью она играет роль маяка. 1906 год, восстание гарнизона Свеоборга. Повод – арест комендантом крепости минной роты в полном составе. В июле, в части Балтийской эскадры, стоявшей в Ревеле, начало сильное брожение. В целях предупреждения десанта матросов на острова Свеоборгской крепости комендант отдал приказ поставить мины у входа в Свеоборгский рейд. За неподчинение приказу минеры были окружены пехотой, обезоружены и посажены под арест. Артиллеристы, 3 роты, решили освободить товарищей. Крепость Свеоборг и близлежащие острова стали частью морской крепости имени Петра Великого, которая должна была защищать Санкт-Петербург.